Два они. Пошла уже. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем свою очередную трансляцию подтверждения всемирного закона сохранения энергии. Все мы об нем знаем по школьному курсу физики. О том, что сохранение энергии никуда не исчезает и никуда не девается. Она лишь перерастает из одного вида в другой, трансформируется. То есть, где было подробно изложено, что происходит плавное перетекание и превращение, допустим, физической энергии в химическую и наоборот, и так далее. Но самое главное, в школьной программе физики нам не было сказано, что этот закон энергии действует не только в физических законах, но и в законах, скажем так, более тонкого плана. Я имею в виду отношения среди людей, среди их деятельности, ну и во всей, впрочем, нашей жизни. Как я пришел к этому выводу? В последнее время я стал наблюдать такую интересную картину, что с каждым днем я смотрел в зеркало и вообще чувствовал, что мое состояние, ну, по внешнему виду определял, что мое состояние становится, внешний вид все, скажем так, непривлекательнее. Вот. И я начал искать причины этого. И вот тогда я прошел к этому закону. Оказывается, от того, как мы применяем этот закон в нашей жизни, зависит наша энергетика, наше желание чем-то заниматься. То есть полностью наша жизнь. Происходит она путем взаимодействия с другими людьми и выполнением определенных функций, которые человек выполняет каждый день. Начиная от работы физической, интеллектуальной, в том числе и высокоинтеллектуальной, вот, и заканчивая всеми другими видами деятельности. Приведу пример наглядно, вот, как я его вижу. Ну, я сразу говорю, кому это не интересно и, скажем так, не заинтересовало, можете выключать это видео и заниматься своими делами. А я продолжу. Вот берем, к примеру, двух персонажей, любимых всеми детьми, чтобы было более всем понятно. Назовем их Дашей, девочкой, и мальчиком пусть будет Пашей. И при взаимодействии их друг с другом, они друг с другом обмениваются энергетикой. Вот. Это взаимодействие заключается либо оказание друг другу посильной помощи, допустим, Паша зарабатывает деньги, ну, к примеру, это муж и жена, вот, а Даша и обеспечивает семью, а Даша создает ему благоприятные условия для жизни, ухаживает за ним, готовит, прибирает, то есть, и получается, Даша отдает энергию свою, которую она умеет хорошо делать, следит за Пашей, а Паша получает эту энергетику, применяет ее в жизни, обогащает ее, повышает уровень и возвращает Даше. Между ними происходит равнозначный обмен энергиями. И в итоге они энергетически повышаются оба. Вот. Но в жизни редко так бывает, и происходит дисбаланс передачи энергии. Если, к примеру, они посторонние люди, ну, допустим, это работодатель, а это рабочий
который на него работает. Вот. Если происходит неравнозначный обмен энергии, то есть рабочий, ну, или в данном случае работница, та же самая Даша, выполняет большой объем работы, тратит много энергии, а взамен получает от работодателя в виде заработной платы энергетику гораздо ниже, то в этом случае она теряет большое количество энергии, а получает маленькое количество энергии. Свою энергию она отдает своему работодателю, и теряя эту энергетику, она теряет ее. А работодатель, если он действительно не оплачивает достойно ее заработную плату, он получает эту энергетику и свою энергетику повышает. В итоге Даша чувствует себя разбитой, неудовлетворенной, недовольной жизнью. Вот. И она вынуждена каким-то образом чувствует себя подавленной, без энергетики, начинает себя стимулировать. Ну, здесь всем известны способы стимуляции. Это потребление наркотиков, начиная от самых легких, которых я уже упоминал, чай, если не помогает чай, идет кофе, дальше по нарастающей табак, кстати, тоже энергетика дает, почему люди многие курят и не могут соскочить с него, это для них как способ сказать, поднять свою энергетику, хотя ненадолго. Вот. Дальше идет легкие алкогольные напитки, потом идут серьезные и так далее. Да, временно они дают облегчение, человек получает последнее. Ну, я также упомянул и более серьезных, это наркотики, это так называемые тяжелые наркотики, которым все прекрасно известны. Травка, колеса, кокаин, героин и так далее. Вот. К этим же наркотикам также относятся компьютерные игры, которые временно, опять же, дают облегчение, но уводят от реальной жизни. Вот. Ну, скажем так, получается такая интересная задача, что когда человек употребляет наркотики, да, временно он повышает свою энергетику, но он берет эту энергетику своего организма в долг. А как известно, если человек берет что-то в долг, долг нужно всегда приходится отдавать с процентами. Все прекрасно знают, кто тесно общался с банками. Вот. И когда он молод и весел, и у него жизненных сил хватает с запасом, он в состоянии проценты вернуть долг и эти проценты. Но со временем, если это происходит постоянно, он эти проценты дает все больше и больше, его жизненная энергия теряется все больше и больше, он начинает и уже не восстанавливаться, он теряет свою жизненную энергию, и к нему начинают наркотики, то есть уже так не действуют, как раньше, и его начинает сначала падать энергетика, появляется депрессия, апатия. Вот. Он начинает сначала случайно болеть, потом чаще. И если это все происходит постоянно, человек заболевает серьезно, и в конце концов исход всем известен. Вот. То же самое в межличностных отношениях, идет перетекание энергии, только уже на более высоких уровнях, когда одни люди являются так называемыми вампирами, которые скачивают энергетику. И при общении с ними человек чувствует себя опустошенным. И ему на будущее просто с этим человеком общаться не хочется. Или же донором, у которого энергетика через край, и он с удовольствием делится этой энергетикой со всеми окружающими. Единственный вывод, который что я вас и так уже утомил, вынести из всего этого, что
Давайте будем, люди, с вами соблюдать ну, скажем, всемирный закон сохранения энергии и общаться, чтобы была равнозначная отдача друг другу энергии. И тогда с вами будет приятно общаться, вы будете друг другу приносить только положительные эмоции от взаимного обогащения. И когда вы их сложите, ваша энергетика будет взаимно усиливаться, и вы будете расти, чувствовать себя молодыми, здоровыми, сильными, и всего вам, и жизнь у вас будет долгая и счастливая. Будьте счастливы, помогайте друг другу. И всего вам самого наилучшего. До свидания.